Всем привет, вы на канале Польза.нет, и сейчас мы будем топить глобальную версию Xiaomi 14. До этого китайскую версию топили, она не утонула. Так, ну и сразу хайпа особо не будет. Почему? Потому что насчет того, чтобы камеры здесь каким-то образом у нас запотевали, я уже топил данный смартфон. Уже до этого его запихивал в морозилку, ничего с ним не произошло, все с ним в порядке, нигде у него никакого запотевания нет, есть запотевание снаружи только линз, но не внутри. Разумеется, гидроудар — это когда вы резко бросаете смартфон в воду, нежелательно делать, точнее не делать, потому что их тестируют совсем по-другому, но в целом особо дождика можете не бояться. Подтверждаю, Xiaomi делает смартфоны, которые пока не тонут. Если потонет, то в своей личной телеге я вам об этом расскажу. Всем привет! Вы на канале Польза.нет, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. Почему сэкономить? Потому что это Xiaomi 14 глобальная версия. Это не глобальная прошивка, это значит здесь Android Auto в наличии, IP68 в наличии, я его топил. Камеры не потеют у меня даже после морозилки, как и в китайской, в принципе, версии. Если говорить про какие-то еще особенности, здесь настоящий LTPO, то есть я здесь видел и 4 Гц экран, и в простой 10, и вообще по-разному. И чтобы вам было интересно и было из чего выбрать, китайскую версию я сравнивал Xiaomi 14 с iPhone 15 по видео и фотосъемке. Этот смартфон я сравниваю с Samsung S24. 4К 60 FPS основной модуль. 4К 60 FPS фронтальный модуль. И сразу сходу какие-то недостатки я вам накидаю, разумеется. Потому что несмотря на то, что здесь есть Android Auto и 120 Гц экрана, и 1100 люксов яркость максимальная. Пиковая 1600, 1700, у меня даже 1900 получалось. Но во время подсъема максимум 1500, и яркости на солнце вам хватит. Какие здесь, разумеется, возможны для вас минусы? Это цена. Помимо цены, здесь у нас некоторые приложения с залоченным FPS, их немного, но это неприятно. Процессор относительно китайской версии меньше тротлит, но его задушили, поэтому он тротлить стал меньше. Насколько это эффективно решать вам? Реально в Genshin Impact 60 FPS я смог поиграть 20 минут, он начал чуть-чуть лагать, 60 FPS держал это в максимальных настройках графики. В целом смартфон более чем достоин вашего внимания. Но с другой стороны, в глобальной версии, учитывая стоимость, конкурентов у него море. Поэтому смотрите обязательно обзор, оценивайте для себя по поводу того, насколько он хорош или плох. Помните, что габариты S24 меньше, так же как у Asus Zenfone 10 и вскоре 11, чем у этого смартфона. Смарт классный, перегрев у него значительно меньше, чем в китайской версии. И железочка однозначно достойная. Смотрим. Распаковка. Поставляется версия Global 14 в такой же упаковке, как и китайская версия. На упаковке есть название модели, а также краткие характеристики. В комплекте мы имеем сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, ключ для извлечения слота под 2 нано-сим-карты, и еще и можно eSIM заводить. Кратко руководство пользователя: неплохой силиконовый чехол, кабель с USB-A на Type-C и блоком питания на 90 Вт. Весит смартфон без чехла 196 граммов, а габариты составляют 153 на 72 на 8,5 мм. Будем считать компакт. А вместе с блоком камер 12,5 мм толщина. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 8 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом. Перейдем же к обзору. Xiaomi 14 доступен в черной, белой и зеленой расцветке. Розовая расцветка есть только у китайской версии. Отмечу, что различий в плане дизайна между глобальной и китайской версией в принципе нет. Тыльная часть выполнена из стекла, а рамка металлическая. Собран смартфон отлично, материалы топовые, тактильно приятные. Но корпус марки, в руке смартфон лежит удобно, пользоваться одной рукой можно и довольно комфортно. Но если сравнивать с компактами от Samsung, в этом плане корейцы, по моему мнению, лучше справились. И держать удобнее без чехла, и поменьше габариты, если вам нужен компактный смартфон. К плюсам можно отнести водонепроницаемость по стандарту IP68. Как я китайскую версию топил, так и этот смартфон я топил, с ним все в порядке после утопления. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии, 3.2 Gen 1, быстро он файлы скидывает по кабелю, 4 микрофона и стереодинамики с сертификацией Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless, а также поддержкой Dolby Atmos. Динамики громкие, но разговорный динамик слегка тише, из-за этого есть небольшое ощущение того, что здесь не полноценное стерео, а, как говорится, полуторка. Само звучание качественное, но не топовое, плюс на 100% громкости
ощущается легкая вибрация на крышке. Кто-то ее и не ощущает, кстати. Вибромотор тактильно приятный и настраиваемый, но опять же я встречал более мощные вибромоторы. К слову, так дела обстоят у китайской версии. Все хорошо, но не ультрафлагман. Мини-джека не завезли, что в целом неудивительно, а EcoPort стандартно для Xiaomi в наличии, только его расположили в блоке камер. Летим дальше. Смартфон оснащен OLED C8 LTPO дисплеем на 6,38 дюйма с разрешением 2670 на 1200 пикселей. Частота обновления экрана от 1 Гц до 120 Гц. Ко всему можно настроить частоту для каждого приложения отдельно, но не все приложения поддерживают это дело и, мягко скажем, это не радует. Притом в простой экран показывает не 1 Гц, а 10 Гц. Хотя мы видели и 24 Гц кое у кого, да, не будем вспоминать. Смартфон поддерживает такие технологии, как Dolby Vision HDR10+, HLG, полноценный Always On Display и DC Dimming. Показатели шума слегка выше среднего, так что советую обратить на это внимание. Глаза от экрана могут уставать, и это, мягко сказать, нестандартно. Для Xiaomi обычно шум у них меньше, даже с DC Dimming, и он активируется отдельно. И, к слову, если вы думаете, что шум на вас влияет, скорее всего, вы правы, потому что по опросам самих продавцов каждый 10-й страдает от шума. Так что считайте, что каждый 5-й. Рамки у экрана не громадные, но по сравнению с 13-й версией от Xiaomi особой разницы нет. Плотность пикселей очень даже неплохая, 460 ppi, пиковая яркость по заявлению производителя в режиме HDR 3000 нит. По моим замерам, максимальная яркость 1100 люксов, а пиковая яркость плавает, в основном 1800-1900. Автоматическая регулировка яркости отрабатывает быстро и корректно. Тест на частоту дискретизации касания вы видите на экране. В повседневном использовании проблем с сенсорным откликом я не встречал. Да и в играх экран показал себя отлично. От меня, к слову, плюс за то, что экран прямой, а не водопад. В водопадах, даже когда ты Telegram используешь, чтобы кружочек записать, тебе постоянно нужно целиться. Хотя я уверен, что люди, имея экран водопад, привыкают к этому и говорят, что абсолютно удобно. Здесь такого нет. Ни к чему привыкать не надо. Экран прямой. Мультитач, конечно же, есть, и экран спокойно откликается на 10 касаний одновременно. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, распознавания лица и стандартными способами разблокировки. Разблокировка по лицу даже в темном помещении у меня отрабатывала. Сканер отпечатков пальцев работать стал по ощущениям чуть-чуть лучше. Завести можно до 2 лиц и до 5 отпечатков пальцев, что хорошо, но плохо, что можно завести один и тот же отпечаток пальца. Переходим к процессору. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами. Максимальная частота у него 3,3 ГГц. Графический процессор Adreno 750, оперативная память LPDDR5X на 12 ГБ. Внутренняя память очень быстрая UFS 4.0 на выбор 256 ГБ или 512 ГБ, а в китайской версии доступно также 8 и 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ. Операционная система HyperOS, не MIUI. Система доступна на русском языке, а в китайской версии нет поддержки русского языка, что стандартно для Xiaomi. К слову, если вы следите за новостями, я вас попугаю еще чуть-чуть, потому что Xiaomi пошли дальше. При одном из обновлений некоторые смартфоны ушли в ребут. Из-за чего, почему, читайте, кому интересно, в форумах, но кратко, при плохом стечении обстоятельств вы теперь знаете, что обновляя смартфон от Xiaomi свежей прошивкой, если вы не почитали еще про нее в форумах, вы можете уничтожить всю информацию на вашем смартфоне, и смартфон уйдет в ребут просто от того, что у них где-то непрямые руки. Но не будем о грустном, там было стечение обстоятельств, и не все от этого пострадали. В целом, я вас предупредил. Смартфон использует высокоскоростную 7-ю версию Wi-Fi модуля, ко всему имеется поддержка 5G сетей, 4G сетей ниже. Одно из основных отличий между глобальной и китайской версией это то, что в глобальной версии есть все бенды для 4G и поддержка eSIM. Оптический датчик приближения отрабатывает корректно, с ним проблем у меня не возникло. Bluetooth версии 5.4, Bluetooth аудиокодеков на борту достаточно, NFC поддерживается, проблем с покупками, используя модуль NFC, не должно быть и не было. GPS-тест показывает точность 3 метра. Далее, емкость аккумулятора 4610 мАч, притом в PC-марке один раз он меня дал себя прогнать, второй раз сказал: друг, я не хочу прогоняться на автояркости, и на максимальной яркости экрана и максимальной герцовке он выдал результат 8 часов, и я вам скажу, что это положительный результат, и я им очень даже доволен. Одно могу сказать, что поедает он за час игры в Genshin Impact примерно 30% заряда аккумулятора, через 12 минут он сбрасывает яркость до 5 с лишним сотен люксов, и это неплохо. Но смарт однозначно не игровой. Через 20 минут игры уже он довольно теплый, и советовать его для игр я однозначно не буду. Посмотрите прожарку на лайв-канале Пользы.нет стримы по ссылке в описании. Смартфон поддерживает быструю зарядку от провода, плюс беспроводную зарядку до 50 Вт и реверсивную беспроводную зарядку. Заряжается с выключенного состояния от 0 до 29% от родного
нового адаптера питания за 34 минуты, при том, что турбо режим активировал я только после того, как его включил. От 0 до 86 он заряжался за 50 минут, и в случае, если использовать турбо режим от 0 до 21%, он заряжается за 7 минут, от 0 до 33 за 12, от 0 до 54% за 51 и от 0 до сотки в среднем за 45 минут. Это довольно неплохо. Во время зарядки тыльная часть нагревалась до 40 градусов, и это много, а с фронтальной части температура составляла около 38 градусов. При просмотре роликов на YouTube за 1 час уходит 5% заряда. Перейдем же к тестам. Сколько он выбивает в тротлинг-тесте, вы видите на 100 потоках при 60 минутах, но, мягко сказать, стабильность нулевая. Сколько выбивает в Geekbench, тоже видите. 3D Mark он прошел без морозилки, результаты не особо волшебные, устойчивость не особо волшебная, но сразу отмечу, что если вы сравните 3D Mark результаты китайской прошивки и китайской версии Xiaomi 14 с глобальной версией, вы увидите, что они что сделали? Правильно, просто задушили процессор. Но мы не будем об этом. Почему? Потому что это их право, и от этого он стал работать лучше. И это хорошо. Если говорить про Antutu. Antutu я гонял 3 раза подряд, опять же, в стриме, вы можете посмотреть. И смартфон, о чудо, меньше 1 миллиона 900 тысяч баллов не показывал все 3 прогона. И это очень круто. Понятно, что после первого прогона он сбросил яркость до 300 с лишним люксов, но все равно молодец. Летим дальше. В тыльной части здесь можно заметить направленный микрофон, LED-вспышку, основной сенсор Samsung Light Hunter, 900 на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией апертуры 1.6, лазерная автофокусировка и разрешением для записи видео 8К 24 FPS, 4К 60 FPS и ниже. Сверхширик на 50 мегапикселей с углом обзора в 115 градусов и апертурой 2.2, но без автофокуса. Телеобъектив S5KGN1 на 50 мегапикселей с фокусным расстоянием 75 мм, оптическая стабилизация апертурой 2.0, фронтальный сенсор на 32 мегапикселя в верхней части экрана по центру, максимальное разрешение для съемки видео у него 4К 60 FPS. Я сравнивал данную модель с Samsung S24 в ночное время суток. Если говорить о основных сенсорах, то S24 лучше справляется со светом, и картинка не смазана из-за стабилизации, но при этом Xiaomi лучше вытягивает темные участки. Фронтальный сенсор у Xiaomi снимает с шумами в ночное время, у S24 их меньше, но изображение более мыльное. Стабилизация плюс-минус одинаковая, но опять же у Xiaomi картинка слегка смазывается из-за стабилизации. Короткие примеры вы сейчас увидите, как и сравнение с S24. Все исходники фото можете скачать, повторяюсь, в моей личной телеге. 4К 60 FPS, съемка с двух рук, и это S24 против Xiaomi 14 глобальной версии. Вот так вы сможете снимать в громких местах, допустим, проект. Вот так. И дэнс. И следующий. Все камеры протерты, если что. Надеюсь, что за музыку не забанят. Но зато сразу поймем, что снимает лучше. Все обновлено. И еще один. Поставите лайк, напишите продолжать, буду еще такой снимать. Вот так. Фокусы. К 60 FPS, фронталка безумно громко, и вот так вы сможете себя снимать в ночи. Ну и еще одна 4К 60 FPS. Обратите внимание, кто лучше снимает объекты с освещением. Со светом по мне работает лучше в этой связке Xiaomi 14. Хотя опять же шумов, опять же, вот то, что я у Samsung сейчас вижу, я так не хочу говорить, потому что вполне возможно, вот это вот дело, то, что я вижу, оно очень сильно поменяется. И на компьютере S24 будет волшебен, потому что когда ты смотришь на смартфоне, все у него плохо. Так, 4К 60 FPS, фронталка и автоподбор частоты кадров отключен. Оба смартфона могут снимать в 4К 60 FPS, это хорошо. И вот так сможете себя подснимать в спокойных условиях при движении ночью по улице. Продолжение в 4К 60 FPS фронталки, пример съемки. И вот так почти ничего не будет видно.
если будете снимать в 4К 60 FPS. Лучшее кресло в мире, которое я никогда не куплю. Безумно удобное. И вот так в Икее 4К 60 FPS вы сможете снимать всякие штуки. Подушками я к этим так и не привык. Хотя они у меня есть. В принципе, достаточно, если вот так плавно вести. Какие-то рывки я вижу на Xiaomi, может быть, это глюк. Может, в обычной записи будут без рывков. 4К 60 FPS, съемка с двух рук, стандартно. Вот так. Ну что же, день, 4К 60 FPS, и вот так вы сможете снимать, обратите внимание, как Xiaomi снимает и как снимает Sams в плохих условиях. Сейчас сильный ветер, 4К 60 FPS, съемка с двух рук, и вот так сможете снимать на улице. В сравнении. Мне кажется, сравнение важнее, чем просто примеры. Хотя их тоже достаточно. 4К 60 FPS, ветер. Еще немного сравнений. Фронталка. День. 4К 60 FPS. По мне, днем сравнивать подобного класса смартфоны смысл имеет такой себе. Почему? Потому что днем даже смарты по долларов так 250 уже снимают достойно. Ну, единственное, по долларов 250-300, разумеется, они будут снимать достойно только что-то 4К 30 FPS, 60 мало, что за 250 баксов снимают. Можно ставить на паузу оба смарта. И это довольно удобная тема для съемки. Ты снимаешь, ставишь сразу на паузу, и не надо ничего потом будет вырезать. И вот так в стандартном максимальном разрешении для, опять же, данных смартфонов. Это же не 8К. Но, опять же, вы видите сейчас не 4К, вы видите 1080p. Но, скажем прямо, это 1080p с даунскейлом. Проще говоря, здесь картинка лучше, чем стандартная 1080p для вас. А исходники, повторяюсь, в моей личной телеге я скину с этими видосами. И вот так, допустим, вы сможете снимать на пляже. Морешко. Главное не растянуться. Потому что, хотя он и не боится ни один, ни второй смартфон воды, но соленой воды они боятся однозначно. Так, съемка против солнца. Смотреть туда тяжело. И в целом, по-любому этого достаточно для того, чтобы понять, что лучше вам будет. И фронталка, никакого проф-режима я не включаю. И особо хочу отметить, что если в Samsung S24 Ultra у нас есть 4К 120 FPS, в проф-режиме в S24 есть только 4К 60 FPS на основном модуле. Может быть, на тот момент, когда вы будете смотреть, они каким-то магическим образом добавят и 120 FPS, я на это очень надеюсь. Но в целом вот так. Если говорить про возможности камер, миллиард раз за ролик буду повторять, что первое, ну особенно, наверное, на смартфон Realme, понятно, что многим неинтересна камера, первое. Второе, вас всех будут убеждать, что она вам интересна. Третье, вас всех будут убеждать, что большая разница. И четвертое, вас всех будут убеждать, что именно этот смартфон, вот, допустим, я могу встать и сказать: смотрите, вам не видны облака на Samsung, ой, на Xiaomi, а на Samsung видны. И в целом фронталка у Самса, она всегда намного приятнее, лично для меня. И снимает лучше. Но рано или поздно Xiaomi должны ее осилить, правда? Ну что, начнем немного сравнений, но прямым текстом вам скажу, что если вы и правда интересуетесь фотографией, вам нужно сравнение смотреть самим. То есть скачивайте эти фотки у меня в телеге и
оценивайте для себя, что лучше из этого. Слева у нас Xiaomi, как вы поняли, справа у нас Samsung. Основной модуль, съемка против солнца, максимально неприятная. Samsung выставил ISO 25, Xiaomi выставил ISO в 50 по какой-то причине. И здесь я хочу отметить только несколько определенных моментов. Смотрите, первое. По тому, что было за стеклом. По мне справились плюс-минус все одинаково. Может быть, чуть-чуть текстура дерева чуть-чуть больше и лучше у Samsung. По шумам у Samsung их больше, но цвета более правильные. По цветам плитки и стен ближе Samsung. И, разумеется, здесь структура видна. У Samsung видна она, у Xiaomi не видна. Еще два основных модуля. Напоминаю в тысячный раз, что у Xiaomi нет на ультраширике автофокуса. Это довольно проблемно, но это у нас основной модуль. И здесь вы видите по правую сторону Xiaomi и по левую сторону у нас Samsung. Что вы видите у Xiaomi в отличие от Samsung? Если вы присмотритесь, то шумов у Xiaomi намного больше на фотографии, это раз. Два, она зеленит. Три, по работе со светом. Отработали все плюс-минус одинаково. Может быть, чуть-чуть выигрывает местами Samsung, местами выигрывает Xiaomi. Если брать фотографию как ночные объекты, допустим, одинаково кропаем. По мне плюс-минус одинаково, и здесь даже с какими-то источниками света, по мне Xiaomi выиграла. Притом смотрите, какое замыливание у Samsung по углам. Это, конечно, ненормально. Хотя здесь тоже у Xiaomi не все волшебно. Очень близки в этой фотографии. Xiaomi вытянула даже больше деталей, если смотреть, допустим, на основной объект, который нас интересует. Ну что, еще раз вспомнить про некоторые игры с залоченным FPS, я шучу. Вот здесь какая вам фотография больше нравится? Вот даже по цвету. И я вам подскажу. Вам по-любому больше нравится Xiaomi. Вот она. Хотя Samsung, я бы сказал, что он более художественный. И Samsung сделал фотографию с реальными цветами, реальным светом. Но что сделала Xiaomi? Без всяких улучшалок, без всего. Просто накинула нам контраста чуть-чуть. И все, и у нас свеженькая, приятная водичка, а не вот эта вот зеленая муть, которая там реально и была. Видео, посмотрите примеры. И облака такие все цветастые, хотя близко они... Вот такая серость сейчас, к сожалению. И здесь уже вкусовщина. Почему? Потому что многие говорят, зачем мне вся эта натуральность, когда я хочу чего-то красивого. Забываю, что в программах тоже есть фильтры, а смартфоны как раз должны делать что-то реальное. Но здесь на вкус и цвет все фломастеры абсолютно разные. Потому что конкуренция стопроцентная, притом я вам скажу, что не многие выберут здесь фотографию Samsung однозначно с точки зрения натуральности, но большинство выберет Xiaomi-шную фотку из-за цветов. Но начнем с того, что количество фотографий у меня просто запредельное. Я думаю, вы сразу догадываетесь, что справа у нас Samsung. Притом какого-то лешего у него включилась улучшалка, хотя она была отключена, а слева у нас Xiaomi. И в ночной фотографии я считаю, что здесь на фронталке, несмотря на то, что Samsung, можно сказать, там волосики, еще что-то, выигрывает однозначно Xiaomi по фото. По деталям и по тому, как оно вырезало. Хотя фраза «однозначно» — это для меня однозначно. А так фотографии очень близки и равноценны, и даже цвет плюс-минус одинаковый. Хотя ближе по цвету Xiaomi, чем Samsung по цвету рубашки. И еще сравнение фронталок. Здесь вы вообще, мне кажется, вряд ли сможете понять, что слева у нас Samsung, справа Xiaomi, потому что фотографии прям очень близки. Но знаете, как можно легко понять, что это Xiaomi? Облака. То есть Sams на фронталку облака берет, Xiaomi на фронталку облака брать отказывается. Если говорить про то, как кто волосы вырезает, ну, плюс-минус по мне одинаково. Я бы даже сказал, что местами паритет. Нет, Xiaomi все-таки хуже. По фронталке Xiaomi все-таки здесь хуже однозначно. Ну и последнее фото. Разумеется, я думаю, что вы угадаете, что по правую сторону у нас Xiaomi. Почему? Потому что здесь у нас опять выкручены цвета, выкручен контраст и какая-то беда с балансом белого, потому что вот это я видел, а вот это мне показало Xiaomi. Оно дорисовало так, чтобы вам все было красиво. И опять же, это их право, а ваше право оценивать. Нужна вам натуральность, и потом вы будете работать над фотографией, получать то, что вам хочется. Или что-то, что сразу можно в социальную сеть, запрещенную или нет, закидывать. Кажется, что разница небольшая, но разница очень большая между вот этой и этой фотографией по цветам. И, разумеется, если что-то там дорисовывание, то я бы сказал, что можно тогда смотреть на всякие Realme, Redmi и Xiaomi среднего ценового сегмента. 4К 60 FPS. Основа, фудблогинг, вот так вы сможете снимать
свои икеевские десерты, если вы где-то найдете Икею. Смотрите, как автофокус работает. Раз, два, три. Довольно плавненько. Иксы работают вот, X6. И еще немного вредной пищи. Разумеется, лучше это не есть. Но под блогинг навсегда, как говорится. На ультраширик нельзя с 4К 60 FPS перейти и на фронтал. Мне после моего стола все эти столы кажутся дешевыми. Хотя, опять же, довольно неплохой. И еще один обеденный стол, раздвигающийся. И ультраширик со столами, стульями и остальной прелестью. Ну-ка, автофокус. Не понял. Ультраширик. Где автофокус? Телевик. Автофокус. Основа. Автофокус. Ультраширик. Нет автофокуса. Фронталка. 4К 30 FPS, HDR только в 4К 30 FPS работает. И вот так сможете снимать. Автофокус в режиме HDR работает. HDR 4К 30 FPS. Убейте меня нежно, но это мусорка с доводчиком. Правда, за 5 штук. Ладно, 4. Мусорка с доводчиком. И вот так в движении 4К 30 FPS в HDR на ультраширик. С основы можно перейти. Основа, телевик. И да, сейчас остановлюсь, чтобы мне не говорили, что хватит снимать в движении. Нормальные смартфоны за 70 тысяч так снимать не могут. X1 ультраширик. Вот смотрите. X1. Чуть-чуть освещение поменялось. 2.7. Опа. А почему так неплавно? Почему так странно? Ну ладно. И максимум X15. И в движении 4К 60 FPS. Довольно далеко руку надо держать, довольно неудобно. Но опять же, может кому-то будет удобно подальше. И смарт-чехле в штатном. Вот так сможете подсъемы делать. Ну что, 4К в движении, съемка с одной руки. Разумеется, так не делать. Почему? Потому что, правильно, это очень опасно. И вот так вы сможете снимать ночью в движении на Xiaomi 14 глобалку. Повторяю, что камеры здесь допилены. И по мне они довольно неплохие. И есть разница между Xiaomi 13 и Xiaomi 14. Это раз. И два, мало того, что есть разница. По стоимости Xiaomi 14 в китайской версии не кусается. С другой стороны, если брать глобалку, я об этом несколько раз за ролик скажу, да, 70 нормальный ценник, веселый ценник с одной стороны. С другой стороны, за эти деньги можно купить Vivo X100 Pro, можно купить Oppo Find X7 Ultra, может чуть-чуть докинуть. И практически, наверное, все флагманы, что только есть. Ну, исключая, ладно, Xiaomi 14 Ultra, который вообще лютый оверпрайс, и S24 Ultra, ты за эти деньги не купишь. А так 70 это в принципе что? В принципе можно даже iPhone 15 Pro купить, который даст жару по съемке видео по полной программе. Но опять же это мои домыслы. Я не знаю, откуда такая пелена. Кстати, сейчас только увидел, что он как-то странно ловил освещение, и ощущение, как будто он запотевший, но не запотевший. Возможно, в видео будет уже выглядеть все это дело по-другому, я на это надеюсь. Но так в целом сможете снимать. Это режим кино. Вот сейчас я включил, и следящий автофокус. Вот за этими двумя байкерами или еще за этим. Вот так примерно сможете снимать в режиме кино. Проф режим 1080p 30 fps, ночь. Проф режим ультраширик 4К 30 fps, ночь. И я здесь уже играюсь с задержкой. ISO
То есть, в общем, если захотите извращаться, то все, что можете, все, что сможете, все сможете сделать. Все, что захотите. Даже температуру света выставить. От 8000 кельвинов до 2000 кельвинов. И извращаться дальше. Это ультраширик DX2. 4К 60 FPS. И, как говорится, еда. И не только еда. Проще говоря, магазин. Насколько хорошо он снимает. Видите сейчас сами. Снимать, разумеется, нельзя в магазах, но нам же интересно, правда. И вот так вы сможете магическим образом снимать ночью в помещении, конкретно в магазине. Всякие снеки, не только снеки, вреднятину, и не только вреднятину, и еду разную. Минусы. Шим не радует, нет автофокусировки на сверхширике, стерео неполноценное, ну и, конечно же, цена. А еще огромнейший минус, и об этом я отдельно скажу, резюмирую, то, что у него блок камер царапается просто на ура в первый же день. В тех же условиях, в которых не царапаются никакие другие смартфоны. Даже Xiaomi-шного бренда. Опять же, допускаю, что это только моя история, как всегда. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок. Скоро будет китайская глобальная распродажа. Большая, 18 марта. И я думаю, будет много всего веселого. Я собираюсь там Meizu 21 Pro купить. Xiaomi 14 Ultra, возможно, в глобале, если у меня совсем все будет плохо с головой. Ну и еще много всего. Пишите в комментах, кстати, что бы вы хотели еще увидеть на обзор. Подписывайтесь на телеграм-канал Взаимопомощи. Нас там 17 тысяч человек. И мой личный телеграм-канал. Мы там делимся фотографиями, общаемся по поводу железок, которые я тестирую, либо железок, которые я планирую покупать. Говоря о наших великолепных смартфонах. Вот этот Xiaomi 14. Вроде бы, я должен сказать, минимальный ценник был 68 на него, я купил его за 71. Это глобалка, и вроде бы Android Auto есть и все остальное. И даже если бы я сказал, что это, разумеется, не игровой смартфон, я вам еще добавлю, что, разумеется, это не полноценный компакт. И Xiaomi, он хитрит. Xiaomi 14 чуть-чуть больше, чем стандартные компакты-флагманы, к которым мы привыкли. Какие здесь плюсы? Snapdragon 8 Gen 3 благополучным образом за 4 месяца они не оптимизировали. Они его задушили. Это не критично. Почему? Потому что, в принципе, как он перегревался в играх, так и перегревается. Повторяюсь, что все, что дороже $500 в правильных руках снимать будет вау. А если у вас супер правильные руки, вам каких-нибудь Pixel 7a хватит с головой, чтобы фотографировать и делать это шикарно. Если говорить про конкретно минус, почему я этот смартфон не советую, я сейчас вам скажу. И это неприятно. Вот здесь у меня есть блок камер. И он у меня поцарапался за 3 дня. Я не знаю, как они делали покрытие, потому что я смартфоны ношу в сумке без ключей, в одном и том же отсеке всегда. И максимум они могут поцарапаться друг от друга. При том, что здесь у нас есть защитная пленка, при том, что я носил его в чехле, смартфон поцарапан до такого состояния, что мне придется с него скидывать с стоимости где-то 1012 рублей. И я уверен, что эта проблема будет глобальной. Либо вы покупаете и сразу клеите сюда на блок камер какую-нибудь защитную пленку. И это дичь. Это они сделали, я считаю, специально. Если говорить про камеры, повторяюсь, что есть в эти деньги в 70 тысяч рублей просто море устройств, которые его уделают. Если говорить про игровые возможности, опять же, вот берем Asus ROG Phone, какой-нибудь 8-й Tencent версию, перешитую на глобалку, и за ценник меньше, в 10 с лишним тысяч рублей меньше, там в 15, вы получите тоже смартфон, который уделает его в игровом плане. Если говорить в целом про устройство, как я отношусь к Xiaomi-шным флагманам, вот это очень классный девайс, я его 1000000% советую, но в китайском исполнении, как только ценник будет ниже полтинника. Все. То же самое было, что в линейке Xiaomi 13. Xiaomi в себя поверили. Наверное, меня бомбит от этого смартфона, и я что-то негативное говорю по той причине, что я увидел, как и вы, ценники на глобальную версию Xiaomi 14 Ultra, которую я купил. В китайской версии я считаю, что Xiaomi 14 Ultra, через пару дней будет обзор, однозначно не стоит своих денег даже близко, даже натягивая, не знаю, сову на глобус. И когда вы мне сейчас скажете, у вас сразу ассоциации Xiaomi 11 Ultra,
супер топовый флагман, и вот с этого момента они пошли. Откройте Авито и посмотрите, сколько всяких этих ультра, 12 ультра, 13 ультра уже лежит за копейки. В прямом смысле. Почему? Потому что и 11 ультра у нас в памяти. Почему осталось? Потому что их никто не покупал, потом их стали скидывать в минимальный ценник, и потом еще на этот минимальный ценник наложилось, что он стал старым, морально устарел и понизился рублевый курс. И все, кто раньше не мог себе позволить флагман, купили его по цене низкого среднего сегмента. И поэтому нам кажется, что Xiaomi делает круто. Вот сделает он, не знаю, ультру за $600, а это дело за $400. Вопросов нет. Но на данный момент эта штука даже на распродаже стоит 70 тысяч рублей. Если вы фанат Xiaomi, если у вас были до этого смартфоны Xiaomi, вы не разочаруетесь. Если вы выбираете смартфон по каким-то критериям, конкретно не красивый, то 1000 раз взвешивайте все, скачивайте везде исходники, никому не верьте. И верьте только своему карману, потому что когда вы купите это дело за 70 тысяч, и даже если он у вас не поцарапается, вероятность того, что вы в легкую продадите бэушный, сяомишный, глобальный смартфон на нашем рынке за хорошие деньги, близится прямым текстом к нулю. Это когда ты iQOO Neo 9 покупаешь за 32 тысячи на Gen 2 или за 33, ты ее также и продаешь. Это дело, когда ты покупаешь глобалку, ты покупаешь, чтобы ей пользоваться, притом не 1 год. Свои мысли я вам донес. Надеюсь, что вам это дело было полезно. Повторяюсь, что смартфон классный, однозначно его могу рекомендовать. Девайсу бесконечное да, но не дороже 70 тысяч рублей, 70 вот прям потолок. Добра и удачи вам, дорогие друзья!